Ольга была студенткой Института культуры и любила ездить на Алтай. Ей нравилось изучать дикую природу, фотографировать на память шикарные места, собирать гербарий. Оля весь год списывалась с такими же увлеченными ребятами из группы, с которыми она уже познакомилась в предыдущей поездке. Обсуждали новые маршруты, местные новости, даже группу в соцсети назвали прикольно «Алтай-болтай». Пришло лето, сданы все экзамены. Наконец-то снова группа с проводником идет по таежным тропам. На одном из переходов устроили ночлег. Красивейшее место на берегу горной реки с крутым обрывом и водопадом. Лагерь разбили привычно и быстро еще до темноты, поужинали у костра. От усталости сразу же повалились спать. Пешие переходы выматывали так, что сон наступал еще до того, как голова касалась подушки. Ольга решила встать на рассвете еще до подъема и пофотографировать росу на цветах, восходящее солнце и, если повезет, какую-нибудь живность. Лагерь спал, она решила далеко не уходить. Их предупреждают всякий раз без проводника не углубляться в лес и с маршрута не уходить, в МЧС должны знать о передвижении группы. Оле повезло заснять редкие цветы, несколько ползающих букашек, классные панорамные виды и даже диковинных сизых птиц. Напоследок ей захотелось снять себя на фоне восходящего солнца, но для этого нужно было развернуться спиной к обрывистому берегу. Ловя лучший ракурс в кадре, девушка наступила на самую кромку, камни с хрустом оторвались и исчезли в водопаде. Оля потеряла равновесие, выронила смартфоны. Бесцельно пытаясь переместить центр тяжести обратно, она отклонилась назад. Каменистый берег проехал по телу от коленок до подбородка. Чтобы найти, за что зацепиться, девушка инстинктивно выкинула руки вперед. Но кроме сухой травы, на земле ничего не росло. Дальше все происходило, как в страшном кино. Оля очутилась в быстром течении. Хорошо, что успела набрать воздуха в легкие, и ее как щепку выкинуло из глубины на поверхность воды. На Ольге был одет специальный термокостюм, который не мешал плыть и не цеплялся за ветки в течение. Но как только девушка вынырнула наверх, ее понесло со страшной силой. Она кричала, звала на помощь, понимая, что сквозь шум водопада ее никто не услышит. От удара о воду болело все тело, но, кажется, кости остались целы. В борьбе за существование пока побеждала вода. Вода была обжигающе холодная, хотя рано утром девушка умывалась в речке с удовольствием. Как сотни острых ледяных сосулек пронзили тело и не позволяют нормально двигаться. «Надо что-то делать, пока есть силы», — подумала Оля, но с каждой секундой кровь в сосудах как будто кристаллизуется, мышцы каменеют в судороге. Тело стало напоминать тряпичную куклу, которую бьет о камни. Девушка надеялась, что ее крик услышит группа ребят, хотя ее унесло уже очень далеко. Боковым зрением она увидела на берегу что-то черное. Очертание было намного крупнее человека. Неужели у меня видения начались? Не успела подумать Оля, как с берега в воду шумно плюхнулось что-то очень грузное. Река в этом месте была почти мелкая, но течение стремительное. Обессиленную Ольгу принесло течением на мель в тот момент, когда на нее по воде надвигалась огромная тень. «Медведь!» – прошептала девушка и в ужасе поплыла против течения, чтобы не стать добычей для хищника. Косолапый в воде был намного проворнее уставшей Оли, он подобрался спереди и, тяжело дыша, протянул лапы. Девушку обдало горячим звериным дыханием, она отпрянула в сторону, но течение силой тянуло ее. Торчащий из воды огромный валун с острым краем было последнее, что увидела Оля, находясь в сознании. Дальше черный бездонный омут, в который она летела и не могла достигнуть дна. Постепенно омут становился светлее, превращаясь в выезд из тоннеля. Потом вернулись звуки и ощущения. Холодно, мокро, тихо, уютный треск огня. Оля открыла глаза. Над ней было небо с макушками сосен. Небо, сосны. Воздух, я дышу, значит жива. Где я? Первое, что пришло ей в голову. Она повернула взгляд в сторону треска костра, увидела, что лежит на брезентовой подстилке, рядом горит огонь.
Голова ужасно болела. На виске рядом с бровью вздулась огромная шишка, руки были в ссадинах, мышцы ныли. Ее мокрый термокостюм прилип к телу и вызывал мурашки при каждом маленьком ветерке. Но все это были такие мелочи. Я осталась жива, удивляясь, думала Оля, потирая шишку и ссадину на щеке, заклеенную пластырем. Кто меня спас? Кто обработал мои раны? Кто разжег костер? Я как в сказку попала. Сначала было очень страшно и больно, а потом неожиданно и загадочно. Размышления Ольги прервал хруст сухих веток сквозь валежник. Она обернулась и, снова холодея от страха, вскрикнула: «Опять тот медведь». Но из-за старых сосен вышел обыкновенный немолодой мужчина в куртке защитного цвета с надписью на спине «Лесная охрана». «Нет, не медведь я, хотя зовут меня так же. Будем знакомиться, дядя Миша. Я здешний егерь-обходчик. А тебя как зовут? Русалка. Почему русалка? Из воды выловлена. Вот русалкой и названа. Меня зовут Ольга. Я здесь недалеко с ребятами в лагере была. Мы шли по маршруту, возле водопада у нас стоянка с ночлегом. Вышла утром фотографий красивых наделать, а оказалась в реке и теперь не знаю, где нахожусь. А еще на меня в реке напал огромный бурый медведь. Он охотился за мной. Я еле от него отбилась, но потеряла сознание. И почему он меня не съел, когда я ударилась головой о камень? Почему я не утонула? Оля погрузилась в страшные воспоминания и прокрутила их в памяти. Что-то не срасталось в хронологии событий. Снова ее крутит в течение, снова она пытается уплыть от медведя, теряет силы, ударяется головой о камень, черный омут. Удивляешься, кто мог тебя спасти. Я не понимаю. Медведь заревел, открыл пасть, наверное, хотел откусить мне голову. Я вывернулась, ударилась головой. Дальше не помню. Очнулась у костра с пластырем на щеке. Не удивляйся. Этот Мишка мой воспитанник. С детства меня знает. Когда мы с ним увидели тебя в реке, Зефирка первый прыгнул в реку. Он сразу понял, что надо спасать человека. Взял на лапы, да вынес тебя из воды. Голову он тебе не откусил бы. Когда Мишка рычал, это он привлекал внимание. Я к нему на помощь уже на берегу прибежал. Смотрю, дышишь, пульс есть. Значит, сейчас придешь в себя. А пластырь случайно не медведь наклеил. Впервые улыбнулась Оля. Нет, пластырь я тебе наложил, под ним ссадина кровоточила. Ты как выйдешь в поселок, покажись врачу. Сознание теряла, значит, сотрясение мозга было. Ольга впервые вспомнила, что ребята из лагеря, наверное, уже проснулись. У водопада, говоришь, ночевали. Так это тебя по реке протащило почти 10 километров. Речка наша, хоть и не глубокая, но кочевряжестая, буреломная. Небось, синяков до ссадин наставила, пока неслась по течению. Оля смутилась. Не раздеваться же при мужчине, хотя было холодно в мокрой одежде. Но осмотреть себя не мешало бы. Дядя Миша все понял, отошел к своему рюкзаку, вытащил оттуда свой плащ. Надень, пока твоя рыбья одежка сохнуть будет. Оля отжала и развесила леггинсы, джемпер на ветке у костра. Кроссовки сушить было бесполезно, они хлюпали при каждом шаге. «Дядя Миша, можно с вашего телефона позвонить нашему руководителю группы? Я предупрежу, что жива». Ребята в лагере действительно уже проснулись и хватились отсутствующей Ольги. Телефон с классными фотками звенел, как сумасшедший на злосчастном берегу с обрывом, а его владелица сохнет у костра в 10 километрах от них. Через 2 часа одежда была почти сухая, день обещал быть жарким. Оля переоделась, и они с егерем отправились к ребятам в лагерь. Дядя Миша знал короткую дорогу к водопаду через тайгу, всего 25 минут пешком. Когда потерянная Ольга в сопровождении лесной охраны подошла к лагерю, ребята начали подшучивать: тебя даже в лес без охраны нельзя отпускать. Но, видя серьезное лицо и ссадины, шутники замолкли. Дежурный по кухне позвал всех пить чай. Гостя егеря тоже усадили к столу.
Все слушали необыкновенную историю спасения девушки, ни разу не перебив. Только единственный комментарий в конце последовал от парня с татуировкой дракона на руке, прямо сказка «Маша и медведь». Ребята стали спорить, может ли такое вообще быть. Медведь не умеет в лапах носить предметы. А как же цирковые мишки жонглируют мечами, палками? Так их этому годами учат. Кто будет лесного медведя дрессировать? Мать-медведица своих медвежат переносит в зубах. Так это самка. А здесь был самец. Он на задние лапы встал и понес его. Споры были долгие. Ребята не сразу сообразили, что с ними за столом сидит человек, который знает о медведях больше. Они попросили рассказать, возможно ли такое, чтобы дикий зверь спас человека без сознания. Дядя Миша рассказал им историю Зефирки. Я обнаружил его маму убитой и даже уже со вспоротым животом. Браконьеры подготовили ее к вывозу. Малыши лежали рядом, один был уже мертв, второй еще шевелился. Я его забрал к себе, отогрел, откормил. Когда пришла пора, выпустил на волю, только далеко он не уходил от моего дома. Каждый день наведывался. Привык к половинке Зефира. Он стал добрым и отзывчивым, людей не боялся. Понимает человеческую речь, поэтому и кинулся спасать вашу Олю. Догадался, что ей грозит опасность. Вот и думайте сами, может такое быть на самом деле. Сказка это или вымысел. В этот день группе предстояло пройти следующие 7 километров пути. Проводив егеря, лагерь собрали за 10 минут. Оля после утреннего происшествия чувствовала себя неважно, ребята были внимательны к ней, несли ее рюкзак, до поселка вместе доберутся. А в кармане лежал смартфон с теми самыми фотографиями.